Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Уже вовсю наступила осень, заметно похолодало, и пришло время утепляться не только нам, но и нашим любимцам. Им ведь тоже холодно, а мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому сегодня я предлагаю связать вот такую жилеточку на осень. У нее высокое горлышко, его можно как поднять до ушек, чтобы собачке было тепло в шейку, и закатать обратно, если вдруг выглянуло солнышко, и вы думаете, что собачке будет жарко. Так как это жилеточка, у нее нет рукавчиков, просто манжеты. Она закрывает спинку до хвостика и открывает животик в тех местах, в которых он должен быть открыт. Я вязала эту жилеточку из Alize Wool Time. Это пряжа метражом 200 метров на 100 грамм. Ее состав 75% шерсти и 25% полиамида. Пряжа очень приятная, теплая, вязать ее легко, приятно рукам. Для моей собаки понадобилось 2 моточка, для собачки поменьше, наверное, хватит и одного, а для собачки побольше зависит от собачки. Нужно, наверное, брать 3 моточка и смотреть уже по своей собачке, в общем. К счастью, эта пряжа регулярного производства, она есть практически во всех магазинах и почти всегда. Единственное, на что вам нужно обращать внимание, это номер партии, чтобы разные моточки совпадали по цвету друг с другом, потому что в разных партиях, наверное, вы уже сталкивались с этим, кто нет. Я как-то столкнулась, когда вязала свитер на себя, в разных партиях могут быть разные оттенки одного и того же цвета. Мне пришлось вязать свитер полосками. Может быть, для вас это не проблема. Если бывает такое, что вдруг закончился какой-то цвет, бывает такое, можно сделать спинку одного цвета, животик другого цвета. Тоже смотрится очень симпатично. Также я могу как альтернативу вместо Alize Wool Time посоветовать вам Nako Super Lamb Special. Ее состав 49% шерсти, 51% премиум акрила, а метраж точно такой же, 200 метров на 100 грамм. Эта пряжа тоже хорошо подойдет, и она немножечко дешевле. Как я вязала эту жилетку? Очень просто. Она связана на вязальной машине Neva 2, но я думаю, что на любой однофантурной машине вы сможете связать точно так же, такую же самую жилеточку, если ваша машина может использовать пряжу 200 метров на 100 грамм. Пряжа толстенькая. Не каждая машинка ее возьмет. Neva 2 ее берет превосходно. И думаю, аналогичные машины, такие как Северянка, Украинка, первая, наверное, еще Neva первая возьмет такую пряжу. Насчет доплеты я не уверена. Я говорю про машинки с оттяжным механизмом, с платинами. Вы ваши машинки знаете лучше, конечно, и смотрите уже сами. Может быть, будет вам удобно вязать через иглу.
Также, как вариант, эту жилетку можно вязать на 2 спицах. Значит, вяжется, как я уже сказала, очень просто. Отдельно вывязывается спинка с каким-нибудь красивым узором. У меня вот такой вот узор. Он на самом деле очень простой, а смотрится симпатично. У меня на канале уже есть видео, как вязать этот узор. Оно короткое, надеюсь, понятное. Также у меня есть еще одно видео с узором, с которым я буду вязать жилетку вместе с вами. Далее мы вяжем животик просто по прямой. У меня он связан обычной кулирной гладью. Вы можете вязать резиночкой 1 на 1. Я вяжу резинкой 1 на 1, когда я не уверена, что на собачку действительно хорошо сядет свитерочек, или у собачки быстро отрастает шерсть, и нужно, чтобы был запас в объеме, чтобы собачке нигде ничего не давило и не терло, и вот это вот все, потому что если у вас есть собака, вы знаете, что если ей что-то не нравится, она становится в позу зю и никуда не хочет идти. Далее, после того, как мы связали спинку, животик, мы вяжем манжеты резиночкой 1 на 1. Потом соединяем части на соединяем спинку и животик прямо на машине, тоже резиночкой 1 на 1. Левый и правый бочок. И после этого мы переходим к заключительной части. Вяжем горловинку тоже резиночкой 1 на 1. Так как горловинку я вязала в самом конце, последней, то я решила ее вязать просто пока не закончится пряжа. Я видела, что уже не так много ее остается. То есть получилось бы 5 сантиметров, было бы 5, получилось бы 15, было бы 15, у меня получилось 10. И остался хвостик на закрытие последнего ряда и на сшивание. В конце самое последнее действие, которое нам нужно будет сделать, это вручную сшить горловину. Это единственное, в принципе, что вам придется делать вне машинки. Просто иголочкой сшить. Ну и все, и на этом жилеточка закончена будет. Вам нужно будет ее отпарить немножко и постирать. Скорее всего, когда вы снимете ее с машинки, вы увидите, что края фалдят. Не пугайтесь. У меня есть на канале видео, в котором я показываю, что делать с этими краями. Значит, у вас 2 варианта. Вы можете края не закрывать на машинке, а закрыть их с помощью иглы. Или же закрыть на машинке, все-таки закрыть, и после стирки нанизать края резинки на спицы, и в этом виде пропарить края, и все сразу становится красиво на свои места. Только берите спицы, которые подходят по размеру. Если вы будете нанизывать на мелкие спицы, вот эти петли, из-за которых, в принципе, и фалдят эти края, они так и останутся растянутыми, а вам нужно будет их растянуть в другую сторону. Вот это делается с помощью спиц подходящего размера. В общем, вы пропарили края, и у вас все станет на места, не волнуйтесь. У вас будет прекрасная, красивая жилеточка,
и ваша собачка, собака, пес будут самыми красивыми, уникальными, неповторимыми на улице, на собачьей площадке. Я буду не против, если вы будете всем рассказывать, с чьей помощью вы связали эту чудесную жилетку. Всем спасибо за внимание. До встречи.